Мир пещер можно смело назвать одним из последних белых пятен на Земле. Пещеры обладают странным очарованием. Они притягивают и пугают одновременно. В древности иногда они служили людям жильем и убежищами, а также считались воротами в мрачный подземный мир с чудовищами и загробной жизнью. В наше время вряд ли кто-либо верит в подобные мистические явления. Но тем не менее мир пещер вызывает не меньший интерес, чем это было в прошлом. Хотя большинство интересных подземных объектов доступно только спелеологам и прочим специалистам, многие из них давно уже превращены в великолепные туристические достопримечательности. Сегодня мы совершим маленькое путешествие в чудесный подземный мир с его непревзойденным мрачным величием. Готовы? Тогда погнали! Пещера – это полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним или несколькими входными отверстиями. Наиболее крупные пещеры имеют сложные системы проходов и залов, созданных выветриванием скал. Нередко их суммарная протяженность достигает нескольких десятков километров. Самая протяженная в мире Мамонтова пещера. Карстовая, заложена она в известняках и имеет суммарную протяженность ходов более 600 километров. Самые глубокие пещеры находятся в Абхазии. Их глубина более 2 километров. Благодаря однообразным климатическим условиям, которые находятся внутри пещеры, сохранились различные доказательства жизни давно минувшего времени. Найденные в пещерах древние изображения сегодня не настолько примитивны и неуклюжи, как казалось раньше, а даже наоборот. Например, в Испании в пещере Альтамира были найдены полихромные рисунки, которым несколько тысяч лет. В основном стены пещер были расписаны рисунками животных – лошади, кабаны и тому подобное. Но самое интересное, что они были нанесены сразу в несколько тонов, а выпуклости стены художники в древности использовали для создания трехмерного эффекта. Живой мир пещер, как правило, не очень богат, но тем не менее некоторые животные обитают именно в пещерах или даже только в пещерах. Прежде всего это летучие мыши. Затем несколько видов насекомых, пауки, креветки и другие ракообразные, саламандры и рыбы. Пещерные виды адаптируются к полной темноте, причем многие из них утрачивают органы зрения и пигментацию. Среди млекопитающих только летучие мыши могут быть причислены к обитателям пещер. В пещерах их обитает более 800 видов. Причем многие виды этих животных используют пещеры как ежедневное укрытие или для зимовки. Летучие мыши зачастую залетают в весьма удаленные и труднодоступные уголки, прекрасно ориентируются в узких лабиринтовых ходах. Самое удивительное свойство этих животных – умение летать в темноте. Летучие мыши издают звуковые сигналы и по их отражению от различных предметов ориентируются в полете. Сигналы эти они издают специальным органом, расположенным возле носа, а принимают отраженный звук ушами. Аппарат этот настолько совершенен, что созданные человеком по такому же принципу гидро и радиолокаторы намного ему уступают. Вы знаете, что во многих пещерах протекают реки и находятся удивительные по красоте подземные озера. Да-да, сложная система пещер – это часто результат неутомимой работы воды. Подземные реки и ручьи непрерывно высекают в породах новые ходы. Вода проникает в глубокие слои почвы после обильных осадков. Если в пещере есть впадина, где может собираться вода, под землей образуется озеро. И в этом водоеме, расположенном ниже уровня земли, состав воды не меняется годами. Но до того, как проникнуть под своды пещеры и стечь в подземное озеро, вода протискивается сквозь трещины в породах, размывая их
и растворяя минералы, насыщается солями и другими природными соединениями, которые присутствуют в породах, слагающих земную кору. Одновременно вода фильтруется, из нее естественным образом удаляются все вредные примеси, в том числе органические. Таким образом, воды, наполняющие подземные озера, становятся исключительно чистыми. В них обитают различные виды рыб. Но знаете, что объединяет всех этих речных обитателей? Полное отсутствие зрения. Да, и зачем зрение там, где царит полнейшая темнота? Пробираясь дальше вглубь холодных лабиринтов, мы увидим мир причудливых образований. В карстовых пещерах чаще всего встречается образование, очень похожее на сосульку. Это сталактит. Появляются они в этих пещерах, потому что именно там большое количество минеральных пород – известняка, мела, доломита и гипса. Капли жесткой воды просачиваются внутрь пещер, размывают эти породы и несут с собой их микрочастички. На своде пещеры появляется маленькое колечко, потом растет трубочка, из которой капает вода. Пока отверстие не засорится и вода будет капать, сталактит будет расти. Процесс стекания капли очень медленный. Капля задерживается в своде пещеры, пониженная температура способствует ее застыванию. Капля очень медленно стекает, застывает, а минералы, содержащиеся в ней, и образуют сталактит. Этот процесс идет веками. В разных пещерах сталактиты растут с разной скоростью. Все зависит от температуры воздуха в пещере, влажности, от количества стекающей воды и ее состава. В одной пещере сталактит вырос в 1 метр за 1000 лет, а в другой за 3000. Вдумайтесь, 1000 лет и всего 1 метр. Но иногда сталактит становится таким тяжелым, что обрывается с потолка под собственным весом. Бывает, что осадочная порода падает со свода пещеры. Капли падают на пол и разбиваются. А поскольку здесь температура ниже, чем наверху, капли застывают быстрее. Так образуется основание сосульки, растущей вверх. Со временем появляется небольшой бугорок из солей, он растет, появляется небольшой пенек, немного заостренный вверху. Так образуется сталагмит. Сталагмит – это сосулька, растущая вверх со дна пещеры. Как правило, сталагмит крупнее, толще, мощнее сталактита и крепче его. Но случается так, что сталактит и сталагмит растут навстречу друг другу. Они образуют единый столбик, который называется сталагнат. Сталагнаты могут быть очень большими и образовывать целые колонны. Это уже не хрупкий сталактит. Сталагнат очень крепкий, ему под силу выдержать даже сильное землетрясение. Ну вот и подошло к концу наше небольшое путешествие. Пора выбираться на свет и идти греться горячим чаем, потому что температура в пещере гораздо ниже, чем на поверхности. Всего вам доброго и приятного чаепития.